Привет! Сегодня я расскажу вам о своем опыте работы в качестве фрилансера-дизайнера интерфейсов и UX. Уже 3 года я работаю удаленно. За это время я успел перезимовать в Азии и объехать всю Грузию на машине за несколько месяцев. С работой на full-time так бы не получилось. И на первый взгляд фриланс – это свобода. И в этом видео мы разберемся, так ли это на самом деле. Обсудим, как начать работать удаленно, как получить первые заказы и отправиться в путешествие мечты. Меня зовут Вад, и уже 3 года я из дома разрабатываю дизайн сайтов и приложений для крупных клиентов. Я делаю все от лендингов и промо-акций до многостраничных сайтов и сервисов. При этом мой дом может быть в Москве, в Тбилиси, в Куала-Лумпуре или Бангкоке, на Бали или даже в Геленджике. Думаю, многие из вас знакомы с термином фриланс. Первым его употребил шотландский писатель Вальтер Скотт в романе «Айвенго», и обозначает он средневекового наемного воина, вольного копейщика. Но если разобраться, все средневековые мастера от скульпторов и художников до бондарей и кожемяк были фрилансерами в современном понимании этого слова. Главное отличие фриланса от офисной работы – фрилансер отвечает сам за себя и должен помимо своей основной профессии уметь искать клиентов, рекламировать свои услуги и продавать свое рабочее время. А кроме этого, заключать договоры, вести бухгалтерию и самому платить налоги. Фрилансер – это человек-оркестр. С чего начать? Очень многие ютуберы советуют зарегистрировать и продвигать свои профили на биржах фриланса. Но при просмотре заказов на этих сайтах у меня лично наворачиваются слезы. Нарисовать иллюстрацию за 250 рублей, или анимировать баннер за 1000, или разработать дизайн сайта за $100. При этом задания могут смотреть только те, кто оплатил доступ к бирже. Это от 600 до 1500 рублей в месяц. Да, заплати 600 рублей и получи уникальную возможность потратить много часов и нарисовать сложную иллюстрацию с 2 персонажами за 250 рублей. Это реальный заказ на бирже. Я открою тебе небольшой секрет. Специалист на фрилансе в среднем зарабатывает в 2-3 раза больше, чем аналогичный работник в офисе. Если в офисе ты дизайнер за 60 тысяч рублей в месяц, то на фрилансе сумма вполне может быть 200. Как этого добиться? Работать можно не только с биржами, но и напрямую с агентствами в качестве подрядчика. Первое, что надо сделать, это оформить ИП. Сейчас это очень просто сделать через интернет, не выходя из дома. Остается только съездить и получить готовые документы. ИП нужно, так как агентствам очень сложно оплачивать работу наличными деньгами. Да и переводы на карту банки начали блокировать. Сейчас даже жене стрёмно переводить деньги. В любой момент счета могут заблокировать и попросить объяснить коммерческий смысл операции. Оплата через ИП сразу позволяет повысить цену на свою работу. Шаг второй – портфолио. Для дизайнеров его создать попроще, чем для программистов или копирайтеров. Я даже не знаю, у программистов есть портфолио? Дизайнер открывает популярный сайт с работами, вроде Behance, и копирует лучшие, но со своим контентом. Конечно, желательно получить практический опыт с реальными заказами. Например, надо понимать, что во многих крупных и средних агентствах сайтами, баннерами, да и вообще диджитал-проектами занимаются начинающие менеджеры. Их ставят на это направление специально, так как цена ошибки меньше. Внести правки в логотип на сайте или в текст на баннерах очень просто и бесплатно, в отличие от печатной продукции, где весь испорченный тираж пойдет под нож. С хорошо скопированными работами тебя уже будут рассматривать в офис на начальной позиции, но на фрилансе без реального опыта найти клиентов будет чуть посложнее, но это тоже возможно. Конечно, я рекомендую поработать в офисе хотя бы первый год по своей профессии, познакомиться с людьми и заявить о себе. Менеджеры часто уходят с повышением в другие компании, и через некоторое время у тебя соберется небольшая база агентств, в которых работают твои знакомые. Но искать клиентов можно и без связей. Шаг третий, самый важный – поиск заказов. Мой знакомый художник, картины которого продаются по всему миру, дал мне самый важный совет в жизни. Не надо стесняться, надо много писать. Каждый день десятками писем рассылать свое портфолио и примерные цены на работу. Указание цены очень важно. Даже опытный менеджер может все перепутать и переслать твое письмо в отдел кадров, думая, что ты хочешь в офис на полный рабочий день. Надо сразу правильно себя позиционировать. Цену можно указать как за конкретную работу, так и за час. Компаниям больше нравится цена за час, так как они могут лучше просчитать свои бюджеты. Можно сразу написать, что ты готов работать на выходных и сверхурочно.
Да, это один из минусов фриланса, но об этом позже. Ничего страшного, если ты будешь писать в одну компанию по несколько раз. Вполне возможно, что первое письмо попало в спам или менеджер был загружен и совсем забыл о нем. Начать поиск клиентов можно с рейтингов студий. Например, на теглайне есть много списков: дизайн-агентства, продакшены и аутсорс-агентства. Выглядит эта схема примерно так. Крупный клиент устраивает закрытый тендер среди московских агентств. Победитель придумывает общую идею, а исполнение отдает агентству помельче, в регионы. Вот на такое региональное агентство ты как раз и можешь работать фрилансером. Это неплохо для начала. Здесь ты получишь опыт работы с реальными заказами и будешь гордо называть себя фрилансером. Особенности фриланса. Теперь никто тебя не заставляет вставать каждый день рано утром и ехать через весь город на работу. Ты сам себе хозяин и начальник. Но и планировать свое время и отвечать за свой доход тоже теперь тебе. Можешь работать хоть лежа в постели, хоть сидя под пальмой. Но лично мне не всегда удается ощутить дух особой свободы, о которой многие так мечтают. Одна из особенностей удаленной работы в том, что к фрилансеру часто обращаются, когда свои наемные сотрудники не справились, и когда надо что-то очень срочно и внезапно сделать, например, в пятницу вечером или на выходных. У нас, у дизайнеров сайтов, вполне может быть ситуация, когда заказчик приходит с уже утвержденным дизайном сайта и маленькими правками, а по факту штатный сотрудник студии нарисовал то ли буклет, то ли листовку, но точно не сайт. То есть он не задумался об интерфейсе и адаптивности. Такая задача даже сложнее, чем сделать сайт с нуля. Денег только на правки, а переделывать надо полностью и в сжатый срок. Это минус фриланса. А теперь о приятном. Путешествия. Как я и обещал, расскажу про особенности работы в путешествии. Во-первых, фрилансеру нужен хороший интернет. Копирайтеру или специалисту по настройке контекстной рекламы в этом плане повезло. Дизайнеру сайтов или приложений уже могут присылать тяжелые исходники по несколько гигов, а видеомонтажеру совсем тяжко. Надо всегда думать о доступности интернета. Например, в некоторых грузинских городах в гостиницах вообще нет Wi-Fi, или он идет от симки с ограниченным трафиком. Эта история типична и для Бали. Я приехал в отель на севере Бали, протестировал скорость соединения и этим потратил весь трафик отеля. Если в Грузии еще можно за 3500 в месяц купить безлимитный мобильный интернет, то на Бали придется либо арендовать дорогую виллу с оптоволокном, либо покупать кучу симок. Безлимитного мобильного интернета там нет, а 4G ловит тоже не везде. Заказчики тебя жалеть не будут. Иногда тяжелые макеты приходится пересылать по несколько раз в день, только потому, что в них обновился текст. Следующая особенность – разница во времени. Когда в Москве начинают работать, на Бали уже полдня прошло. Разница в 5 часов. И это неплохо. Можно успеть искупаться, прогуляться по магазинам, снять красивый водопад, пообедать и успеть к началу рабочего дня в Москве. Конечно, фрилансеру могут написать и вечером по Москве, когда на Бали уже за полночь. Но мой опыт показывает, что такие задачи можно легко отложить на следующий день без последствий. Ну и последнее – самоконтроль. Очень сложно сесть за работу, когда ты приехал в новую страну. Хочется все посмотреть и попробовать. В Куала-Лумпуре я снял недорогой номер с бассейном на крыше, но попал в него только на 3-й день проживания. Так что если ты готов много работать, тебя не пугает ненормированный рабочий график и ты мечтаешь о путешествиях, фриланс для тебя. Ставь лайк, если понравилось это видео, подписывайся на мой канал и всем пока!